Новосибирск, Екатеринбург, рейс 552. Прошел примерно час от начала рейса. Я нахожусь рядом с бортпроводником Алиной. Она согласилась дать небольшое интервью об интересной работе бортпроводника в авиакомпании «Победа». Например, наш рейс, на котором мы сейчас находимся, требует определенной подготовки. Алина, расскажите, с чего начинается рейс? С какого времени он начинается? С чего начинается подготовка к рейсу? Начинается с того, что для начала мы, конечно же, просыпаемся. Потом собираемся, как все женщины, красимся, приводим себя в порядок, чтобы быть самыми прекрасными и красивыми на борту. Далее мы следуем в здание аэропорта. Явка у нас должна происходить за час до вылета. Также мы проходим брифинг. Брифинг, как я вам уже до этого рассказывала, помогает кабинам и экипажу настроиться на рабочий лад, понимать специфику работы, включиться, вспомнить все пошаговые действия в штатных и нештатных ситуациях. После чего мы приходим на борт самолета, проверяем на безопасность полета и авиационную безопасность. Уже начинается посадка клиента. Кстати, когда мы, пассажиры, заходим на борт, бортпроводники зачем-то, никто не понимает зачем, проверяют посадочный талон. Зачем это нужно? Авиационная безопасность на борту не должна быть построена. Также бывает часто, что клиенты приходят на наш рейс, а по факту они должны лететь, допустим, не как мы сейчас в Екатеринбург, а в Москву. То есть, чтобы не было ошибок. Проверяем посадочные талоны, это нужно для самих же клиентов, для того, чтобы они пролетели в нужном направлении и были здоровы. Как долго вы работаете в авиакомпании? Скажите, какие преимущества работы бортпроводника, в частности бортпроводника именно вашей авиакомпании «Победа»? Насколько я знаю, у вас в авиакомпании самый молодой экипаж самолетов и штат сотрудников. Как вы здесь работаете? Мне очень нравится моя работа. Работаю я около года. Большой плюс работы бортпроводником – это нестандартный график. То есть ты не успеваешь устать от однообразной рутины будничных дней. То есть у тебя всегда разные направления, разное время вылета и прилета. Ты можешь сорваться и полететь в ту точку, которую предоставляет авиакомпания в виде направления рейса. Каким образом у бортпроводников идет распределение, например, по внутренним, внутрироссийским и международным маршрутам? Как можно, скажем так, удачно попасть бортпроводнику на международный маршрут? Или это зависит, например, от стажа работы? В нашей компании нет распределения в зависимости от направления. У нас равноправие. Все летают одинаково. То есть мы можем летать как за границу, так и на территории Российской Федерации. Это не зависит ни от стажа, ни от других моментов. За какое время, вот мне было интересно, бортпроводники узнают, на каких рейсах назначают? Буквально за несколько часов до вылета. Решение, на какие рейсы, на какие даты. Да, то есть, скажем так, расписание ближайших рейсов. Есть план полетов. У нас есть специальная программа, которую мы просматриваем. Там виден план на ближайший месяц. То есть на месяц, да? Вот такая вот нелегкая, но очень интересная. Прекрасная, интересная работа, которая вам не надоест, от которой вы не устанете. И что вы порекомендуете будущим сотрудникам, бортпроводникам авиакомпании «Победа»? Улыбайтесь, будьте добры.
отличный. Сияйте. У вас все получится. И напоследок какой-нибудь очень полезный авиахак от авиакомпании Победа. Обязательно берите с собой термокружки для того, чтобы вы могли пить кофе и чай например. Да, я напомню, что авиакомпания Победа предоставляет только прохладительные напитки, то есть только воду. Возможно, когда-нибудь этот замечательный лоукостер, как и, например, европейский или азиатский, будет предоставлять питание. Но Мы оно- с радостью нальем вам пивка, если вы с собой возьмете термокружку, кофе, чай, все что угодно. Да. Да, но горячее питание все-таки в будущем не помешает. Я думаю, что пассажиры это оценят, и это будет дополнительный источник дохода все-таки для авиакомпании. А я на этом благодарю Алину. Мы летим дальше. У нас полетное время примерно 2 часа 10 минут. Еще немного осталось времени на отдых. Всем до встречи на земле. Всего доброго, всего хорошего.